Не секрет, что Адольф Гитлер любил гигантоманию. Так, в 1942 году был одобрен проект по созданию танка, сверхтяжелого танка П-1000 «Крыса». Стальной гигант должен был иметь 2 или 3 башенных орудия, 8 двигателей от подводных лодок или же 2 корабельных мотора. Гигантский монстр, который должен был раздавить все на своем пути. Гигант размером с четырехэтажный дом и весом более чем в 5 раз превышающий Мауса. За неимением ресурсов в 1943 году проект был остановлен министром по вооружениям Альбертом Шпеером. Документы после войны попадут в руки союзников. Поговаривают, что фирма Круп все же изготовила пушку и башню к этому гиганту весом 200 тонн. Она была направлена на батарею в Норвегию, где позже взорвана. Если вы хотите детально узнать об этом проекте, напишите в комментариях, мы сделаем отдельный видеообзор. На ваших экранах итальянская самоходная артиллерийская установка Самовенте 75-18, уничтоженная союзниками в битве возле города Эльгета. Судя по обозначениям, это был командный танк первой батареи. Британские танк Кромвель и Стюарт проходят мимо плененных немцев во время марша на Брюссель. Фото сделано 3 сентября 1944 года. Невероятная фотография с немецкого полигона, снятая в 1944 году, где немецкая «Пантера», М3 Ли, «Тигр-1» и Як-Пантер-4 собраны в одном месте. Уставший солдат спит на броне своего танка «Шерман». Немецкие солдаты у трофейного советского пятибашенного тяжелого танка Т-35. Всего в Советском Союзе изготовили 59 таких машин, и все они практически были сразу потеряны во время стремительного наступления немецкой армии в ходе выполнения плана «Барбаросса». Великобританский танк-крузер МК-5, многим известный как «Ковенантер». 18-тонная машина, которая выпускалась с 1940 по 1943 год. Всего было выпущено 1773 боевых машины. Огнеметный танк М-67 во Вьетнаме, 1966 год. Даже на фотографии жутко смотреть, на что он способен. Ничуть не менее грозной огнеметной машиной является и Черчилль Крокодайл. На этой исторической фотографии вы видите огромное количество немецких танков возле города Кан, где произошла одна из крупнейших танковых битв в истории Второй мировой войны. Кан станет центральным плацдармом для английских и канадских войск после высадки в Нормандии 6 июня. Внимательно заметили на этих фотографиях и погибшую английскую бронетехнику, так как группировке противостояла очень опытная 12-я танковая дивизия Вермахта. ИС-3 или же Объект-703. Танк разработан во время Второй мировой войны. В конце ее были изготовлены первые образцы, но танк так и не успел принять участие в боевых действиях. Танк времен Первой мировой войны, Марк-1, самец, 1916 год. В этого танка еще и была жена, самка или же фэмили. Она, в отличие от самца, имела только пулеметное вооружение. На этом снимке представлен огнеметный вариант американского танка «Шерман» в боях на Иводзиме. Фото 1945 года, где советские ИС-2, вошедшие в столицу Германии Берлин возле Бранденбургских ворот. Внимательные также могут отметить советского солдата на трофейном немецком велосипеде и довольно-таки прекрасного состояния немецкий автомобиль, подогнанный к танку ИС-2. Як-Пантер считается одним из самых эффективных убийц танков Второй мировой войны. Вооруженный мощной 88 миллиметровой пушкой ПАК-43 и построенной на шасси «Пантеры», он сочетал огневую мощь, броню и мобильность, как ни одна другая машина своего класса.
И все же, несмотря на свое мастерство на поле боя, Яхт-Пантера никогда не была произведена в достаточном количестве, чтобы изменить ход войны. Лейтенант танковых войск Александра Самусенко, командующая советским танком, героиня Восточного фронта. Женщина-командир танка первой гвардейской танковой армии во время Второй мировой войны, с гордостью носившая гвардейский знак и орден Отечественной войны первого класса. Самусенко участвовала в боевых действиях еще в Зимней войне с Финляндией, а позже окончила Советскую танковую академию и была назначена командиром танка Т-34. В 1943 году в ключевой битве танковых войск под Курском экипаж Самусенко уничтожил 3 немецких машины. Лейтенант Самусенко скончалась от травм, полученных во время Восточно-Поморского наступления 3 марта 1945 года в селе Цюльзельфиц, ныне Сулишевице, Польша. Снимок, сделанный 24 февраля 1945 года под Фаэнзой, Италия. Канадские солдаты, затрофеив немецкий танк Несхорн «Носорог», поворачивают его против немецких войск. Теперь машина будет служить союзникам. Итальянский фронт. Британская танкетка Carded Lloyd МК-4. Вес этого малыша менее 2 тонн, и его до сих пор можно встретить в танковом музее Швеции. Стоит отметить, что танкетка разработана в 30-е годы. Как вам такое историческое фотосравнение немецкого танка Тигр-1 и американского танка Шерман? Эта историческая фотография говорит нам о новом, только разработанном и введенном войскам американском танке М-18 Hellcat с надписями, которые предупреждают, чтобы не стреляли в этот новый танк, который войска попросту могут не узнать. На этом историческом фото вы видите целый эшелон танков Ковенантер в 1942 году. Просто-таки неимоверное фантастическое зрелище. На сегодняшний день в мире сохранился только один пушечный танк Ковенантер. Солдаты 3-й бронетанковой дивизии США осматривают зияющее 90-миллиметровое отверстие от снаряда в обломках немецкого танка «Пантера», разрушенного во время битвы за Кёльн, Германия. 6 марта 1945 года эта грозная «Пантера» уничтожила целых 2 Шермана, прежде чем была окончательно выведена из строя в драматической уличной танковой дуэли с сержантом Бобом Эрли на танке Т-26Е3 Першинг Eagle-7. Кстати, это один из немногих задокументированных эпизодов, когда тяжелый американский танк победил «Пантеру» в прямом городском бою. Снимок, сделанный 31 июля 1944 года во время наступления в Нормандии, светлячок Шерман проходит мимо экипажа 7-й бронетанковой дивизии бригадного батальона, который управляли машиной-разведчиком. Эта сцена прошла во время интенсивных боев высадки Д в союзников на плацдармах Нормандии. Фельдмаршал Монтгомери осматривает экипажи танков «Комета» 7-й бронетанковой дивизии на бывшей базе Люфтваффе в Берлине, 1945 год. Даже не знаю, чего больше в этом ретро-снимке, правды или пропаганды. Ну, по крайней мере, каждая из этих отметок уничтоженный этим командиром танк. Может, вы узнаете профиль этой машины, так как на немецкий танк это мало похоже. Как по мне, это может быть трофейная итальянская Самовенте. Но может быть и другая.
интересная бронемашина времен Второй мировой войны? Напишите в комментариях. Ретро-фотография 1943 года, на котором изображен экипаж танка 502-го тяжелого танкового батальона возле Тигра Аусф-Е. Довольно необычная военная форма на солдатах, а также с выбитыми окнами медицинский автомобиль. Весьма интересный фотоснимок времен Второй мировой войны, на котором американские и французские солдаты осматривают захваченную немецкую «Пантеру» 4-го танкового корпуса недалеко от провинции Фрозионе 25 мая 1944 года. Напишите, какой из снимков Второй мировой войны понравился вам больше всего. Обязательно поддержите это видео лайком и комментарием. Поделитесь этим видео с друзьями и знакомыми. Не забудьте подписаться на канал и проверить, нажат ли у вас колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видеообзоры с танковой историей в ретро-фото.